Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Я первым делом хочу вас поблагодарить за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за просмотры и пожелать вам 1000 раз больше добра, света и позитива, чем желаете вы мне. Дорогие мои, сегодня мы с вами посмотрим Таро расклад на предстоящую неделю для знака зодиака Скорпион. Скорпионы, милые, настройтесь, а мы начинаем. Посмотрим общие энергии недели для вас. Что вам несет эта неделя? Вы, скорпионы, будете на выборе на этой неделе, будете совершать выбор в сторону улучшения материального состояния. Возможно, будете думать над чем-то новым, но это будет вызывать немножко напряжение. Давайте посмотрим понедельник для вас, чем знаменуется. В понедельник у вас выходит карта Короля Пентаклей. Этот человек, возможно, из вашего прошлого, с которым, вы знаете, как будто обращались к нему за советом. Возможно, что-то он вам, какое-то новое направление подсказал, но вас почему-то, ну, понимаете, как это привело вас к переменам, да, в ближайшем прошлом, и вы вышли в какое-то новое начало. И здесь с этим человеком вы будете обсуждать моменты по зарабатыванию денег, как улучшить состояние именно свое финансовое, и этот человек поможет вам решить эти вопросы. Вторник для вас идет туз мечей. Эта карта говорит о том, что вам все-таки придется принять решение. И решение это касается ваших планов на будущее. Вот в какой-то момент вы что-то опечалены, потому что нет какого-то движения. Но здесь все-таки вот в этом направлении вам придется в новом направлении сделать все-таки какой-то выбор, принять решение, чтобы в дальнейшем как-то эмоции ваши все-таки были наполнены, и вы были наполнены, и во вторник у вас вот происходит такой момент, как будто вам нужно принимать какое-то решение. Давайте посмотрим, что вам рекомендует, прогнозирует среда. Среда для вас выходит картой четверка пентаклей. Эта карта говорит о стабильности, эта карта говорит о бережливости, даже, знаете, о какой-то, возможно, жадности. Знаете, здесь такой момент идет, как будто вы не хотите отпускать вот эту свою монотонность, которая в вашей жизни на сегодня есть, вот эту текучесть, да, потому что, как бы, по сути, вас этот круговорот, он устраивает, вы вроде бы как и довольны, но посматриваете, конечно, в новое начинание и понимаете, что для вас это новое начинание, оно очень глубокое, оно очень перспективное, вы можете в нем все-таки, вы знаете, как реализовать все свои мечты и планы. И вот здесь все-таки среда у вас проходит под таким, ну, даже не остановкой, а неким таким раздумьем между тем, что у вас есть на сегодня, и между тем, что вы планируете на будущее, но все-таки вы примете справедливое решение. Давайте посмотрим, что вам обещает четверг. Четверг вам обещает воздачу по заслугам, завершение какого-то даже некого цикла жизни, возможно, вот этих самых раздумий, да. Здесь как-то вы выходите в новый уровень своего восприятия, в новый уровень понимания. И здесь, понимаете, как будто вот вы проснетесь в один день, да, и будете четко понимать, куда вам следует далее идти. Вы будете четко понимать, что вы хотите, каких изменений вы хотите, к чему это приведет. То есть для вас наступит некая ясность, некое, знаете, такое разъяснение, и вы все-таки будете этим довольны. То есть вы получите даже гораздо больше, чем вы планировали. Давайте посмотрим, что несет вам пятница. Пятница вам несет рыцарь кубков. Это все-таки архетип человека, который эмоционально очень велик, да, то есть здесь как бы человек харизматичный, человек яркий, человек душа компании, но при всем том он имеет очень тонкую натуру и обидчивую натуру, то есть либо вы являетесь таким человеком, и пятница это будет ваш день, либо в вашей жизни появится такой человек, с которым вот будут какие-то, знаете, происходить взаимодействия, но этот человек, знаете, как будто он вас может чем-то обидеть, опечалить, либо вот принести какие-то, знаете, как вот
Даже, возможно, с прошлого какой-то человек появится и напомнит вам о каких-то ваших незаконченных делах, которые потребуют какого-то решения. В пятницу у вас вот такая информация, Скорпионы. Давайте посмотрим, что вам прогнозирует суббота. В субботу у вас выпадает туз пентаклей. Это прекрасная карта, которая говорит о том, что у вас будут возможности. Вам главное эти возможности вовремя заметить. Возможности с великой перспективой на будущее. То есть я всегда говорю, что по этой карте вам важно заложить семена того, чего вы хотите видеть в своем будущем. Если вы хотите видеть что-то прекрасное, позитивное, то, пожалуйста, только позитивный настрой, только верное мышление, и вас это выведет в успех. Но здесь будет касаться вашего партнерства. Партнерство может быть в любом смысле этого слова. Либо это личные отношения, либо это все-таки партнерство по бизнесу. И такая возможность у вас откроется именно в субботу. Здесь как будто к вам на помощь придет ваш близкий человек, и будете вы решать какие-то срочные, серьезные вопросы. Давайте посмотрим, что вам обещает воскресенье. Воскресенье. А воскресенье вам как раз-таки обещает срочное решение вопроса. И вопрос этот будет касаться, знаете как, во-первых, это будет справедливый вопрос, который надо решить. Во-вторых, это может быть решение какого-то документального вопроса с какими-то госорганами, какое-то подписание бумаг. И здесь, знаете, такой момент, как будто вы будете подписывать некие бумаги касательно вашего обучения, либо за какую-то информацию вы будете, ну даже не то, что хочется сказать, платить, а вы будете как-то фиксировать какую-то информацию, да, и при всем том вас это выводит в победу, некий момент отстранения присутствует, но все равно вы далее поймете, что это было во благо для вас. Давайте посмотрим, что вам, совет какой вам дадут карты Таро. Совет на предстоящую неделю. А совет на предстоящую неделю — быть крайне организованным. То есть здесь идет информация о том, что вам надо четкость, вам нужна структура, а вам нужна какая-то стратегия по выполнению ваших планов. Да, здесь как-то вот у вас идет либо вы очень много силы тратите на какой-то объект, очень много размышляете о движении, и само движение присутствует у вас в вашей неделе. И здесь партнерство, и здесь, знаете, как-то вот намешана такая каша, что нет структуры. И вас это, конечно, немножко опечаливает, потому что такое ощущение, что не хватает ни времени, ни сил, ни действий, как будто вы много делаете, да, но мало получается. Но здесь выходит вам в подсказке Верховная Жрица, которая говорит о том, что, во-первых, слушайте свою интуицию, во-вторых, обращайтесь за сакральными знаниями, да, какими-то тайными знаниями. И здесь просто организуйте структуру для того, чтобы в вашей жизни был порядок и вот такой вот, скажем, позитивный настрой, когда вы все будете успевать. Давайте, скорпионы дорогие, посмотрим. Ой, карты выпали. Что же вас ожидает в личных отношениях на предстоящей неделе? Личные отношения. В личных отношениях велика вероятность, знаете, какого-то соблазна из прошлого. Здесь, возможно, появится человек, с которым вы давно разорвали свои отношения, который вас в какой-то момент подверг в состояние некой депрессии. И здесь велика вероятность встречи с этим человеком. И знаете, как хочется сказать, всполыхнут бывшие чувства, да. И здесь неизвестно, чем закончится. Что вас ожидает в работе? В работе у вас предстоит какой-то момент остановки. Вы что-то выбираете в своей профессиональной деятельности. И выбираете вы какое-то новое начало. Здесь кто-то, может быть, ищет работу. Может быть, кто-то планирует уйти куда-то в новое начало, да, что-то затеяли новое, но пока вот еще вот этот момент, что нет решенного вопроса, и этот вопрос пока на этой неделе пока еще будет только планироваться. Давайте посмотрим, что вас порадует.
А вас порадует все-таки то, что вы сделаете выбор в решении вопроса, который очень давно висел, который вы, знаете, как-то откладывали решение, все думали, а вдруг это не сейчас, а вдруг попозже, а может быть не стоит рисковать. И вот здесь все-таки вас порадует то, что вы сделаете выбор в отношении вот этого своего нового начинания, да, и начнете все-таки действовать. Но, слушайте, ваши действия вас порадуют. Вы, конечно, получите победу, но это не говорит, что это конкретно на этой неделе. Это просто как комментарий для того, что понять, какой выбор вы все-таки должны совершить. Давайте посмотрим, дорогие скорпионы, ваши финансы на предстоящую неделю. Что вам прогнозируют карты Таро по финансам? По финансам, вы знаете, у вас, во-первых, будет происходить умеренность, то есть это не будет больших поступлений, но также не будет больших трат, да, здесь будет такой баланс. При всем том, что, смотрите, вы будете довольны ситуацией, что вот она развивается именно так, как она развивается. И здесь по финансам есть такая возможность, что вам кто-то, да, мы сейчас посмотрим, возможно, кто это, сделает какое-то предложение с заделом на будущее. Знаете, как план какой-то предложит, который вы все-таки будете обдумывать на этой неделе. И здесь, да, какое-то будет у вас предложение по поводу улучшения материального состояния на ближайшее время. И вот здесь это пока только будет в планах, в разговорах. Но здесь какая-то женщина, то ли это ваша жена, если вы мужчина, то ли это мать, то ли это такой вот, знаете, значимый вообще человек для вас, который в вашей жизни сыграл, знаете, как быструю, но очень весомую такую роль в вашей трансформации. То есть где-то, может быть, помог каким-то советом. Но этот человек недолго присутствовал в вашей жизни, если это значимый человек. Если это, конечно, жена-мать, то это уже какой-то другой вопрос. И вот этот человек вам предложит какую-то идею по поводу зарабатывания на будущее. Но здесь вы еще будете обдумывать это все. Давайте посмотрим, что вас может неприятно удивить. Что вас может неприятно удивить? Вас может неприятно удивить некий конфликт, некая конфликтная ситуация, в которой, знаете, вы даже не думали, что... Да, вы даже не думали, что с тем человеком, но как-то это будет тот человек, на которого вы бы никогда не подумали, что вы можете конфликтовать. А почему конфликт? А здесь конфликт будет только потому, что как будто кто-то бездействует. Знаете, вот у кого-то нету силы, да, для достижения каких-то целей, и здесь, возможно, кто-то нелестно выскажется. Ну, то здесь как-то рабочие моменты тоже захватываются. И касательно монотонности, я предполагаю, что здесь все-таки будет беседа между людьми, которые взаимодействуют в паре, да, что кто-то кого-то в чем-то упрекнет, и это будет очень неприятно для вас, и вы почему-то будете опечалены, расстроены, и как будто будете понимать, что вы потеряли какую-то поддержку со стороны этого человека. Но это надолго вообще? Нет, вопрос решится. Да, все-таки вот здесь вопрос решится, и как будто вы выстроите стратегию на будущее. Давайте посмотрим, что вас... на что вам обратить внимание. Что порадует, мы смотрели. На что вам обратить внимание, дорогие скорпионы? Вам обратить внимание нужно прежде всего на ваши цели, на то, что вы нацелены. А во-вторых, знаете, это какой-то такой момент, что здесь либо вам нужен проводник в вашем деле, где вы собираетесь в какое-то новое направление, да, по улучшению вашего состояния, материального состояния, благополучия вашего. И вот здесь обратите внимание на то, что вам нужно прислушиваться к совету какого-то мудрого человека. И опять выходит тот человек, который поменял вашу жизнь. Скорпионы, вы, наверное, понимаете, о ком я здесь говорю, потому что эта карта выходит у вас на протяжении всего расклада в комментариях. Это какой-то человек, который резко изменил вашу жизнь. Может быть, он был даже в вашей жизни там каких-то пару дней, как говорится, да, но он сыграл очень большую роль в вашей жизни. И вот здесь вам нужно прислушаться к совету этого человека именно в выборе вашего направления, которое вы планируете или уже сделали, для улучшения вашего материального состояния. Здесь как-то, знаете, рекомендация вам с этим человеком встретиться и провести время, знаете, как в застолье, в каких-то таких непринужденной обстановке, да, и вот там очень хорошо прорисуются все ваши планы на будущее. Дорогие скорпионы, вот такой расклад у меня для вас получился.
Я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки. Если еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. А я вам желаю всего светлого, всего доброго, всего прекрасного. Решения ваших вопросов самым благоприятным для вас образом. Берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.